Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы посмотрим на легкий пулемет поддержки от G&G, который называется CM16 LMG. Начать хочу с того, что я давненько присматриваю в сторону легкого штурмового пулемета, с которым было бы легко бегать, легко стрелять из разных положений, в том числе с левой и с правой руки, у которого был бы короб минимум на 2000 шаров, и который можно было бы использовать на коротких и средних дистанциях, установив туда нормальный 120-й тюнинг. Такой пулемет отлично бы подошел к моему стилю игры, так как я очень часто оказываюсь в первых рядах штурма, и очень часто мне приходится подавлять противника огнем, прикрывая группу. С эмкой и кучей механ это, конечно, тоже можно сделать, но приходится таскать с собой очень много магазинов и менять их после каждой второй длинной очереди. По словам представителя G&G, этот пулемет планировался как бюджетный и легкий пулемет прикрытия для игры на небольших полигонах со зданиями. Первая небольшая партия этих пулеметов была выпущена в 2018 году и внезапно очень быстро была распродана. Насколько я понимаю, G&G не ожидали такого спроса на эти пулеметы, и поэтому долгое время этих пулеметов не было в наличии ни в одном магазине мира, а спрос был. Новая партия этих пулеметов была выпущена этой весной, и только сейчас она успела доехать до России в магазин Airsoft Store, а они в свою очередь прислали нам экземпляр для детального изучения и обзора. Ну что ж, давайте изучать. Наверняка многих волнует вопрос, есть ли у этого пулемета боевой прототип. Ответ есть. G&G LMG является условной копией легкого огнестрельного пулемета Ares Shrike, который имеет пулеметный ствол, измененный верхний ресивер и нижний ресивер с трубой приклада от R15. Условной копией, потому что G&G в своем репертуаре и приклад, рукоятка и цевье уникальные и являются фантазией дизайнеров G&G на тему внешнего обвеса. А вот сам концепт и ресивер повторяет огнестрельный Ares Shrike. Кстати, в мире огнестрельного оружия есть и другие варианты пулеметов с нижним ресивером от R15, например, Fight Light MSR. Но версия от G&G больше всего подходит именно на Ares Shrike. Для снижения веса цевье и верхний и нижний ресиверы выполнены из ударопрочного пластика. Ствол, пламегаситель и труба приклада алюминиевые. Рукоятка и приклад пластиковые. По словам производителя, пластик очень прочный и может дать фору ресиверам из порошкового алюминиевого сплава. Вес пулеметов в снаряженном состоянии с полным шарами коробом и аккумуляторами составляет всего 4,5 килограмма, что делает его очень играбельным для штурмовика-затейника. Цевье с респланками и ячейками интерфейса M-Lock, если вы вдруг захотите навешать на пулемет дополнительное оборудование. Лично я, кроме тактической рукоятки, коллиматора и фонарика, ничего бы на него вешать не стал. Ладно, еще камеру. Тактическая рукоятка со складными сошками есть в комплекте. Для конкретно этого пулемета очень удобный вариант. Прицельные приспособления регулируемые, складная мушка и съемный диоптер. У основания ствола есть кнопка, которая у боевого пулемета нужна для быстрой замены ствола. Тут это только бутафория, ствол несъемный. Органы управления полностью повторяют привода М4 серии. Переводчик огня, как обычно, имеет три положения: одиночка, очередь и предохранитель. Благодаря встроенной в пулемет электронике вместо непрерывной очереди есть возможность настроить режим стрельбы по 3 шара. Для этого переводим переключатель на одиночный огонь, жмем спуск секунд 15 и переводим на очередь. Чтобы вернуть все обратно, точно так же переводим на одиночку и повторяем операцию. Крышка верхнего ресивера открывается, но под ней нет ничего интересного. Доступ к хопапу можно получить, потянув за рукоятку имитации затвора. Хопап роторный, по конструкции напоминает провин. Аккумулятор располагается в прикладе. Чтобы добраться до аккумулятора, достаточно нажать на кнопку в верхней части и сдвинуть пятку приклада в сторону. Помимо аккумулятора в прикладе располагается электроника, которая управляет питанием. Благодаря этой самой электронике у пулемета очень хорошая реакция на спуск. Вместо обычной контактной группы стоит микропереключатель. Короб отмыкается и примыкается как магазины М4 серии, то есть вы просто примыкаете короб и не нужно подключать никаких проводов или шлангов с подачей шаров. Максимум, что нужно сделать, и то в целях антуража, это подсоединить ленту. В случае необходимости можно использовать обычные магазины М4 серии. С такими магазинами пулемет превращается в легкий штурмовой автомат средних размеров. Питание короба происходит от двух батареек CR123. Поменять их можно, не отмыкая короба. Просто открываете отсек сбоку короба и меняете.
Решение использовать батарейки SR123 лично мне не совсем понятно. Если вы вдруг не знаете, это одни из самых дорогих батареек из подобных. При этом они не отличаются большой емкостью. Как-то странно видеть на коробе для бюджетного пулемета дорогие батарейки. В прикладе, кстати, есть отсек для размещения дополнительных батареек. В данном случае это удобно. Емкость короба 2500 шаров. Досыпать шары можно, не отмыкая короб, что, впрочем, не новость для пулеметов. Подача шаров в хоп-ап происходит автоматически при примыкании короба к пулемету. Сразу после примыкания нажимается кнопка на коробе, и некоторое время происходит подкрутка шаров. Затем мотор останавливается, и подкрутка происходит уже во время стрельбы. Для антуражного внешнего вида в комплекте была имитация ленты с 13 патронами. Я знаю, какие вы любознательные, поэтому разберем пулемет и посмотрим, что там внутри. Внутри находится стандартный гирбокс второй версии с небольшими изменениями. Самым бесячим изменением можно назвать расположение винтов, которые скручивают стенки гирбокса. Чтобы разобрать гирбокс, нужно сначала открутить винты, затем перевернуть гирбокс, чтобы при открытии все не разлетелось, и только потом открывать. Почему было не сделать винты стандартным образом, непонятно. Мотор база, 17 тысяч оборотов в минуту, при этом пулемет с ним достаточно шустро работает. Шестерни стальные, стандартные, без замедлителя Таппета. Установлены в стенки на 9-мм подшипниках. Пружина стальная, скорее всего, М110. Направляющая пружины пластиковая, с остальным стержнем и подшипником. Достаточно странно, почему G&G решили не делать для пулемета гирбокс с возможностью быстрой замены пружины. Цилиндр латунный, 2/3 объема. Голова цилиндра пластиковая с одним уплотнительным кольцом и демпфером. Нозл пластиковый. Поршень пластиковый с одним металлическим зубом. Голова поршня пластиковая, вентилируемая с одним уплотнительным кольцом. Таппет пластиковый. Электроника с проводкой для вывода в приклад. Камера хоп-апа пластиковая, роторная. Коромысло хоп-апа пластиковое. Давилка стандартная и из резиновой трубочки. Вместо нее можно поставить нормальную плоскую давилку. Резинка хоп-апа достаточно интересная, с пупырем, состоящим из двух частей. Стволик латунный, нам не понравился. Окошко узкое и не с самой хорошей обработкой. Ресивер пластиковый и сделан очень неплохо. Кстати, пластик соответствует стандартам ROHS, а это значит не содержит вредных веществ. Открыв короб, мы были несколько удивлены, насколько нерационально использовано место. Почти треть короба не занята ничем, а это пустое место можно было бы использовать для размещения дополнительных шаров. В отличие от большинства решений с простым мотором, подкрутка шаров происходит с помощью сервомашинки. В отличие от мотора, у сервомашинки есть встроенный механизм обратной связи, который, по всей видимости, и позволяет понять электронике короба, когда включать и когда отключать подкрутку шаров. А еще это плюс к ремонтопригодности, так как заменить сервомашинку с ее редуктором можно в любом радиомодельном магазине. В хоп-ап шары подаются по прямому каналу без загибов. Первичный отстрел показал, что с базовой резинкой и хоп-апом пулемет спокойно закидывает шарики на дистанцию более 55 метров со скорострельностью 800 выстрелов в минуту на 11,1 вольтовом аккумуляторе. Этой скорострельности вполне достаточно, чтобы прошивать кусты. Если вы хотите попробовать себя в роли легкого пулеметчика или вы просто любите стрелять из автомата длинными очередями, этот аппарат вполне можно рассматривать к покупке. Недаром их очень и очень быстро раскупают. Ссылку на данный аппарат в магазине Airsoft Store я оставил в описании к этому видео. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До скорого!